Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Это очередное видео по моей Audi A4. Кто впервые на канале, я ставлю ссылку на плейлист по проекту насчет A4 покупка и все, что с ней делалось. Это проект по восстановлению A4 в широком смысле слова и сколько на это ушло денег. В прошлом видео мы с Серегой рассказали, сколько стоил кузовной ремонт. И именно пороги, ну и перекрас машины, все, что было упомянуто в предыдущих сериях. Но в этой всей истории есть отдельная страница, которую стоит упомянуть особо. Решил я отпесочить и обработать днище и стаканы, так как машина покупалась для себя, для проекта, но все же для себя, а не просто поснимать, покрасить и продать следующему. На тяп-ляп сделать. Нет, не перекупские движения, именно для себя. И этим я считаю проект интереснее, потому что затрат больше будет, соответственно. Договорился я с человеком, с которым уже давным-давно знаком. Ну, договорились, приезжает, процесс начался. Вид снизу. Я не скажу, что идеал. Да, не идеал. Но и без такого жесткого криминала. Потому что я видел еще пожестче. Дыр нет, ничего такого криминального нет. Да, есть рыжня, которую нужно отпесочить и заделать. Ну, это все я видел при покупке. Сейчас вам просто показываю. Там Игорек заварил уже пороги новые. Все красиво, хорошо. Ну и здесь также. Короче, самое главное, не было жестких ДТП. Машина днищем никуда не налетала, потому что бывает, налетела на бордюр, еще куда-нибудь там парень всегда может какой захочет повыкаблучиваться, что-нибудь поймал. И здесь такого нету, все естественно, естественный слой ржавчины. И плюс еще в чем этой машины, в том, что в B6 своем, я его купил 8-летним, постоянно упоминаю, многим это не нравится, но я для примера. В B6 я снимал защиты и обрабатывал. Но надо учитывать то, что нашим людям очень много не до этого, и делать этого не хочется. И поэтому, если бы здесь были бы защиты, влага, песок, соль от зимы хранилась бы, и здесь было бы все гораздо запущено, чем есть на самом деле. Здесь просто нужно почистить и обработать. Защиты я повешу и уже буду смотреть, периодически снимать и обрабатывать. Так, в общем, я доволен. Все, что здесь я увидел. Ну, увидел еще полгода назад, но сейчас уже увидели вы. Отдельная благодарность бывшим владельцам, то, что не повыкручивали вот ну, гаечки, эти пластмассовые крепления защит. Сейчас их повыкручиваю, и у меня уже будут образцы. Их нужно, кстати, 5, там 5, 10. И, так, короче, 20 штук мне нужно. Сперва займемся ими. Ну а так, днищем я доволен. Ни ударов, ни аварий, ничего. Все по заводу. Подустал немножко металл, но ничего, обработаем. Отпесочил он ее, я загоняю машину в бокс и начинаю обрабатывать картонином сразу же после песочки. Но это все длилось не так быстро, как я сейчас рассказываю. Загнал, обработал все картонином, и машина стояла сутки.
Ну что, обработал картонином днище, теперь уже все не ярко-светлое, а пока светло-черное, но все уже постепенно темнеет. Левая сторона уже черная, правая немного светлее, потому что сначала левую мазал. Поэтому все вот так вот. Обработал всю арку картонином. Все, вот после пескостроя я уже не снимал, она такая же вся белая, как и днище. Все красиво. Обработал картонином, вот одна пластмасска вылетела. Там, вернее, не пластмасска, а резина, это втулочка. Некоторые тоже там на днище вылетели, а некоторые просто уже от старости вот просто болтаются. Ну, это еще нормально, но некоторые вот прям вылезли из отверстия, поэтому сейчас еще проведу, так сказать, ревизию, пройду, посмотрю, сколько еще мне нужно их докупить. После этого я обработал сразу же эпоксидным грунтом, и машина также стояла сутки. Днище загрунтовано. Также загрунтовал стаканы. Вот. Ну, а затем финальный штрих. Я начал обрабатывать уже днище и стаканы. Обрабатывал дinitrolом. Спасибо Сереге за предоставленный инструмент, компрессор, бокс. Там я обработал всю машину, и ушло на это все вот обработать днище и 4 стакана, 3 банки динитрола, 3 литра, вот 3-литровые банки ушло на все про все. Обработал все дiniтролом. Кому будет интересно, днище стакана 3 литра, 3 банки динитрола. На все про все. Все 4 стакана, днище. Все, работа дело. Вот так от души лил. Кому-то хватит и одной. Кому-то там экономно хватит 2. Но я уже где-то от души переливал. Там, ну, 3 литра, 3 банки закатал в нее полностью, получается. Также спасибо Сереге, он полирнул фары. Теперь фары гораздо красивее. И задние фонари, соответственно, тоже. Обработал. Машина также стояла сутки, даже, по-моему, больше сохла после этого всей процедуры. Ну и началась, конечно же, сборка. Поставил подкрылки, поставил защиты, осталось вот собрать багажник и пороги навесить, накладки на пороги. Помогает мне вот домкрат от УАЗика, имя которого... Абсолютно согласен. Ну, здесь уже эти небольшие накладки я навесил, осталось накладки на пороге. Но самое главное, защиты стоят. Уже наконец-то дождался этого момента. Ну, вот все подкрылки уже навесил, все они стоят на всех арках. Осталось только помыть машину. Так, в принципе, все готово уже. Все защиты стоят, все отлично. Перед этим я съездил, купил клипсы, все эти болтики, все, что необходимо. Наконец-таки я повесил защиты.
защиты днища я купил еще в марте давным-давно перед самой покраской. Сразу высветилось объявление. Кто смотрит мои видео шортс на канале, тот давным-давно знает и видел это видео, когда я, блин, просто там на 7-м небе от счастья был, потому что очень тяжело было найти. Одна защита левая, и то там треснута, ну, блин, правую не найти. Эти тоже другие пластмасски отдельно тоже тяжело найти. А здесь полностью в сборе, весь комплект за $80, я сразу же его схватил. После того, как я купил все клипсы, болтики, машина высохла после обработки, я начал собирать машину, уже повесил все подкрылки, защиты на днище. Ну и самый главный штрих, это, конечно же, наклейки. Это сразу 30-40 ньютон-метров крутящего момента к стоку плюс. Это наклейки. Сразу же отдельная важная черта. Ну и самый важный пункт, который будет интересовать всех и каждого, это, конечно же, цена. Во сколько встала вся эта обработка. Погнали. Банка картонина и грунтовка 93 рубля. Я вот не помню, грунтовки, по-моему, я купил 3 банки, потом одну докупал. Или 2, потом одну докупал. Я, честно говоря, не помню. Денитрол 2 банки купил и 1 банку грунтовки я докупил. Вот я не помню, вот уже забыл. Денитрола, помню точно, 3 банки ушло, 2 купил и докупил еще 1 банку грунта. 98 рублей 45 копеек. Пескоструй мне обошелся 150 рублей, тогда доллар был ровно 3 рубля, это $50. Но это по знакомству, по старому знакомству, по хорошей памяти и отношениям, поэтому... Так вам где-то 200-250 пескоструй обойдется примерно. А может в 200 влезете. Короче, это не $50 стал. Резинки 30 рублей. Все, вспомнил. Уже давновато это было, я забыл. Уже давно на машине езжу, это все было сделано давно. Резинки, это, ребят, после пескостроя у меня в арках и на днище местами повылетали резинки, эти уплотнительные в днище, в арках. Также купил новые эти вот резиновые втулки, новые оригинальные, потому что некоторые повылетали после песочки, а некоторые болтаются так, что уже от старости задубили, короче, будут ставить новые. От старости уже позасыхали, уже некоторые болтались, и они повылетали нафиг от пескостроя. И некоторые остались все же после пескостроя, но они мне не понравились, я им не доверяю, они уже болтались, они уже засохли, знаете, уже плотно не сидят, уже болтаются, пальцем дотрагиваешь, и она болтается. Поэтому я вот повырывал все, что мне не понравилось, то, что улетело с песочка, то, что не улетело, я повырывал, я купил резинки и новые резинки поставил, уже приятно посмотреть. Потому что те старые уже влагу потеряли, уже задубели, уже твердые такие. Здесь уже плотно прилегли. Мне уже нравится, что ни конденсат, ни влага, ничего попадать не будет. Хотя в теории ничего не должно попадать, потому что я поставил защиты, подкрылки, там прямого потока влаги там не должно быть. Но все равно сидят плотничком, душа спокойна. Потом я докупил клипсы пластмассовые, эти пластиковые, в пороги, которые заводские, эти крепления, для крепления накладок на пороге вот, закручиваются. И в арках тоже для крепления подкрылок. Некоторые тоже там уже раздолбанные от старости, уже задубевшие. Подкрылки где-то раньше снимали, тоже они уже раскручены. Ну, тоже новые клипсы купил, поставил. И Денитрол я купил, купил 1 банку, я купил тогда 2 банки, вот клипсы пластиковые и еще 1 банка Денитрола 70 рублей ушла. Потом болтики вот для крепления накладок на пороге 24 рубля. И крепеж для защиты днища, эти пластмассовые крепежи для защиты, ну, под резьбу. Ну, такой кругляш пластмассовый и резьба под ключ на 10, грубо говоря, под головку на 10. 15 рублей вот эти крепежи. По-моему, 15 штук купил. Да, 15 штук, вот 15 рублей за штуку. Погнали. Итого, получаем 480 белорусских рублей 45 копеек. Либо $152, либо 14 370 российских рублей. Плюс, как я уже упомянул, в марте я купил защиты днища, полностью весь комплект. Это $80. Прибавляем $80, получаем $232, либо 723 белорусских рубля, либо 21 900 российских рублей. Вот такая цена за обработку днища.
и стаканов. Кто-то скажет, что нафиг надо, покатался бы год-два, продал бы дальше и не парился бы, так как действительно проблемных мест не было, днище никто не переваривал, прекрасно видите по видео, в каком состоянии днище. Я не буду тут никому ничего доказывать, кто-то будет кричать, что труп, все остальное, кто смотрел прошлое видео, я не собираюсь никого убеждать. Кто-то живет в своем мире и думает, что относясь к машине на пофиг, даже не на пофиг, а просто не вникая, вот не снимая подкрылки, не проверяя, что с ней происходит, не снимая накладки на пороге, все думают, что у них все в идеале. Ну, пускай эти люди живут своей жизнью. Для тех, кто реалист, я хочу сказать то, что продаются идеальные А4 B6, А4 B7. И вот А4 B6 одна стояла, в идеале такой больше не найдете. 9800, там уже в седане была такая черная. И там, где под накладками на пороге, где нужно ставить домкрат, там рыжня. И уже видно, что если так нормально проткнуть, будет дырка. Короче говоря, это место, пускай не целый порог, но это место нужно переварить. А если это вырезать и переварить, это уже 30-40 долларов примерно. Плюс, опять же, грунтовки, картонины, денитролы. Ну, даже не денитролы, а просто купить краску, чтобы покрасить уже весь порог. А надо делать два. То есть, это все уходит за десятку. В идеале автомобиль. Поэтому я не питаю никаких иллюзий. Никто это не смотрит, не следит, всем пофигу. И половину резинок там тоже можно не досчитаться, сняв подкрылок. Либо они будут такие же дубовые, там уже давно песок и влага позалетали через эти резинки. Но это нормальная правда жизни, это естественный процесс, от которых никуда не деться. Если вы фанат, то пожалуйста. Там да, если все заменено, то ну, такую машину найти достаточно проблемно. Но хочу сказать то, что 232 доллара сумма не маленькая, но и небольшая, потому что с учетом того, сколько стоит болгарочно-сварочные работы, если днище резать и переварить, то это, блин, 1,5 куска можно отдать только за болгарочно-сварочные. Плюс еще потом это все обработать надо будет, все эти работы. Поэтому днище здесь отличное. Когда пороги спилили, это я посмотрел, ну, в прошлом видео то упоминали, все живое и душа была спокойна. Просто я выдохнул, все нормально. Вот. Днище обработали вовремя, короче, вовремя машина была куплена, вовремя вмешался, вовремя это все спас. Потому что если еще года два такой эксплуатации, на пофиг, рыжня уже, хотя днище не из тонкого металла, но тем не менее уже могли быть некоторые вопросы и нюансы, дырочки уже могли бы появляться, я думаю. Ну и, конечно, вы скажете, ну покажи, столчиком сейчас мы ее обойдем. И начну с самого интересного момента. Здесь был удар, кто смотрел предыдущее видео, как Серега с этим боролся, устранял. Поэтому здесь, скорее всего, ничего не видит. Да, вот видите, нифига прибор не видит. Здесь слой шпакла. Вот, 1590. Почему? Потому что, кто не видел в прошлом видео, Серега все это чистил, металл обработал, зашпаклевал заново и закрасил. С другой стороны, суть в чем? То, что если был бы удар серьезнее, отсюда красиво было. Но я заметил при покупке слой шпакла. Изнутри все красиво, снаружи было видно, что шпакло, но удар был именно в эту часть, потому что изнутри все завод. Я специально обшивки не ставил еще, чтобы вам показать. Вот ничего не резано, ничего не варено, все по заводу, все как надо. Удар был в эту часть. И вот именно эта часть зашпаклевана. Здесь ничего не резалось, тут все по заводу. Именно эта часть пострадала. $37,9. Немного грязновато после пескоструя. 37,3. 34,9. Ну, короче, заводской слой краски. 41,8. Чтобы, если были бы удары, сварные швы, сразу вот свидетельствуют об ударе. Вот удар был именно в эту часть. Об этом я рассказывал в прошлом видео. Здесь также ничего не варено, не резалось, не вытягивалось. Все по заводу. Вот 70,8, 86,6, 68,4,
123 заводской слой. Вот дальше уже видит металл. Уже шпакло есть. Вот Серега зачищал, красил. С той стороны в этих же местах, ну там чуть ниже. То же самое, но уже видит металл. Так. Дверь. Ну здесь двойной окрас. Ниже молдинга будет шпакло. Здесь ровно два окраса, как на том же B6. 292, 264, ну уже такие показания идут. 295, но уже опять же здесь 82,6, ну все, кромки, проемы все родные. 83,3. Так, где еще есть? 95,9. Тут даже немножко толще, чем в B6 слой. Так, не видит. 109. А тут попаду узко. А здесь? Ну, 65,7. Хотя нет, не особо тут толще. А ниже молдинга Серега уже шпаклевал, потому что когда вот здесь зачищал, выравнивал поверхность, здесь уже будет тонкий такой слой шпакла, и это уже 691. Ну, тут где-то толще, где-то тоньше. Тут вот 1066 даже. Ну, тут ювелирно он не старался, 450, где-то больше намазал, где-то меньше, потом зачищал машинкой. 937, здесь край. 448, то есть где-то больше, где-то меньше. Но все двери, в принципе, вот двойной окрас 194. Есть даже так 224 сильнее затер, что прям 194, даже меньше 200 микрон. 285. 234, 242. Ниже интереснее, конечно. 883. Тут где-то больше намазал, где-то 392. Вообще тонкий слой шпакла. То есть вся эта часть зачищена, это видно было на видео. 456. Но там уже где тоньше, где толще уже. 402. 342. Но столько тоже в родне. 69,6. 73,2. Ну, все. 109. 114. Ну, крыша родная. Крышу здесь не трогали. 129. Может быть, потом, как в B6, тоже снимем рейлинги, лобовое стекло и кромку эту сделаем, так же, как было там. Крыло 270, ну, двойной окрас. 255. 632, вот здесь шпакло уже. И здесь Серега шпаклевал крыло. Вот здесь даже не видит. Здесь вот именно эта часть зашпаклевана Серегой. $1198. 518, здесь тоньше. То есть где-то больше, где-то меньше, тут 748. Тут уже ювелирно не рассчитывал. Выравнивал поверхность, потом зачищал. 170. Ну, вот капот будет тонкий. 100, вообще 100.
заводской как будто окрас. 117. Как вы помните из видео, 160 Серега его чистил до металла, загрунтовал, 186 и покрасил. То есть здесь получается вот, но распылы 148, где-то 100, где-то 140, где-то 180, то есть 95, 106. То есть раз на раз не приходится. Так, ну это крыло заменено, 214, 164, нормально покрасил. Толще за 243, 276, ну, как два окраса, на дольше хватит. 225, 193. Дальше водительская дверь, но здесь тоже будет двойной окрас. Да, 249, а снизу уже шпакло есть. 238, 257, 294, 255, 407. Вот возле ручек есть шпакло мелко, то есть уже будет около 400-500. Уже он выравнивал поверхность. 259, и уже тонкое шпакло, сразу уже слой нормальный. 407, 400. Так, 238. Но самое интересное низы. 1139, 1273, 475, вообще тоньше. 1387, 252, здесь вообще нету. То есть здесь частично, где больше снял, там, когда затирал, где-то меньше зашпаклевал, то здесь уже 1553, 235, уголок двери 235. Ну, проем 114 завод. 73,6, 89,7. Ну, также следующая дверь 187, 206, 297 возле ручки, 226, ну, шпаклами нету. 166, даже тоньше, чем 178, не шпакла здесь. 232, странно. 319, вот даже толще слой краски дал. 480, 401, что, дверь самая лучшая, что ли? 364. 588, легкий слой уже шпакла есть, уже тонкий, вот тут не видит, уже зашпаклевал здесь. Тут тоже не видит. 251. Вот где тонкий слой шпакла сразу 480, 500 до 600, чуть толще уже 600 с лишним, 700. А где уже как на той арке конкретный слой, там уже шпакло не видит сразу. 234. Но в этом плане здесь не опасно, потому что я знаю, что за этим слоем шпакли. Там металл зачищен, обработан, все в порядке. И шпакло там как защитная броня идет. Она придала просто форму крылу. 205. 245. Ну, то есть арка здесь двойной окрас. А вот здесь Серега зачищал, вот, я думаю, вставки я буду вставлять из видео, где здесь Серега зачистил, потом тоже тонкий слой шпакла и закрасил, здесь будут уже где-то сюрпризы. Вот, 1164, вот именно вот эта часть, где он зачищал. 743, уже тут потоньше. Ну, тут неравномерно, где-то больше, где-то меньше. 1186, 385. Где-то есть, где-то нету. 373, 301, нету шпакла.
455. Уже тонкие слои есть шпакля. 361. 185. 731. Здесь легкая есть слой. 912. Да. 280. 407 в самой кромке. Ну, крышка багажника новая. 139. 137. 110. 179. 209. Где тут еще? 197. 153. 137. 227. 180. 168. Короче, двойной окрас. 221. Ну вот и все по кузову, теперь уже точно все. В прошлом видео мы с Серегой упомянули, сколько стоил ремонт от покраски автомобиля. $232 приплюсуем к этому, это обработка днища и всех стаканов. И с кузовом уже все завершили. Дальше будет только технические видео, какие-то доработки, может быть, что-то еще сделаю, посмотрим. В общем, пока так технически, я машиной доволен. Скажу заранее, уже давно ездил, и тогда ездил, и сейчас езжу. Это действительно, вот, с возрастом, конечно, проблемы вот по кузову выявились, но мы их устранили вовремя, вмешались. Но с технической точки зрения, действительно, я не пожалел. Об этом все будет подробнее в следующем видео, и либо несколько еще видосов выпущу по этому. Но реально, сел, поехал, никаких проблем. Я на ней катаюсь, как говорится, не парюсь, и все замечательно. Поэтому, так сказать, промежуточный итог я не пожалел. При покупке я видел, что нужно будет тут кузову уделить внимание. Но технически действительно я не разочарован, все хорошо. И многие моменты обнадеживают. И этот автомобиль в моем личном рейтинге возвышают. Но не буду забегать вперед. Все будет еще в следующем видео. Проект не заканчивается, он продолжается. Поэтому все как-то так. Спасибо большое за внимание. Всем, кто смотрел, ставьте лайки, расскажите о нас друзьям. Кто первый раз на канале, ссылка на плейлист по этой машине есть. Опять же повторюсь. Увидимся в следующем видео. Счастливо! Ну что, готова машина. Все. Накладка на пороге, все установлено, все готово. Катаемся, не паримся, все замечательно. Ну а хейтерам большой привет и до свидания.